Сегодня у нас на столе Eternal Decks. Необычная кооперативная карточная игра от японского автора, который раньше работал с играми на взятки. И хотя формально Eternal Decks это не трик-тейк, дух кооперативных карточных игр на взятки здесь ощущается очень отчетливо. Перед вами игра, где у каждого игрока своя небольшая колода, свои карты на руке, ограниченная возможность общения и общая задача, которую нельзя решить в одиночку. По сюжету человечество столкнулось с загадочным явлением. Жизни людей начинают укорачиваться. Исследователи отправляются в вечный мир, чтобы разобраться в тайне жизни, и там встречают мифических существ, вечных. Каждый вечный связан со своей колодой карт, со своей способностью и со своим проклятием. Сразу стоит сказать про внешний вид. Eternal Decks выглядит очень необычно. У игры яркое, почти психоделическое оформление, много странных существ, символов, цветовых кодов и визуальных элементов. Это не тот случай, когда оформление просто украшает карточки. Здесь оно создает ощущение другого мира, немного загадочного, немного ритуального, немного сказочного. Компонентов тоже неожиданно много для карточной игры. Здесь есть поле, колоды вечных, стартовые колоды игроков, куча полей других карт, жетоны звезд, сердец, ключей, драгоценностей, диски общения и другие специальные элементы. На столе Eternal Decks выглядит не как маленькая карточная абстракция, а как полноценное приключение. Теперь подготовка. У каждого игрока есть стартовая колода из 5 карт своего цвета. Эти карты – ваша жизненная энергия, и в начале партии игрок перемешивает свою колоду и берет на руку 3 карты. Они все у всех одинаковые – 1, 2, 3, 4, 5, только имеют разный цвет. Также каждый игрок получает 2 диска общения своего цвета. В центре стола раскладывается, вернее расстилается игровое поле. Вот такое прекрасное игровое поле. Локализатор обещает сделать его именно в таком качестве. Удивительная ткань. Она не мнется, на столе никак не складывается, не сворачивается, не создает складки. Мне очень понравилось. На нем есть 3 основные линии, так называемые линии поля. Верхняя, средняя и нижняя. В каждую линию выкладываются карты вечных вместе со своими колодами. Вот, например, это Феникс, и у него своя колода со своей рубашкой карт. Вначале они лежат лицом вниз, и игроки постепенно будут пробуждать этих существ. Кроме этого, на поле размещаются жетоны звезд. Вот такие. Их тут, для стартовой партии, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также жетоны драгоценностей, сердца, другие карты и элементы, которые зависят от конкретной стадии игры. Важно, что Eternal Decks это не одна игра с одним сценарием, а скорее кооперативная игровая система. В коробке есть несколько стадий. Это Nature Start, Ghost Town, Labyrinth, Gatekeeper, Silent и Dragon. Каждая стадия меняет цель и добавляет свои правила. В первой стадии игроки учатся основам и пытаются получить 4 звезды. Вот из этих всех звезд нужно собрать хотя бы 4 звезды. В других стадиях, как правило, нужно добывать ключи, но способ их получения меняется. Есть соло-режим, есть режимы на 2 и 3 игроков, и в принципе они работают тоже прекрасно. Но на мой взгляд, вчетвером игра выглядит наиболее интересно. Именно на 4 сильнее раскрывается распределение ответственности, у каждого своя колода, свой темп, истощение карт, свои ограничения, свои риски. Чем больше игроков, тем сильнее ощущается, что это общее дело, а не просто головоломка одного человека с несколькими картами на руках. Теперь игровой процесс. В свой ход игрок обязан выполнить одно из 3 действий. Первое – сыграть карту на поле. Для этого он выбирает одну из 3 линий и кладет в самый левый свободный слот для этой линии одну из своих карт. Например, я сыграю свою карту вот сюда.
У каждой линии есть свое правило размещения. Например, в одной линии карты могут идти только по возрастанию, в другой линии только по убыванию, а в третьей линии могут действовать только базовые ограничения. Как вот здесь, например, вот эта карта Camp говорит нам о том, что мы можем играть только базовые ограничения. В процессе вам будут попадаться разные условия для линий. Например, вот здесь вы можете играть только единицы, двойки, тройки, четверки, восьмерки и девятки. Здесь вы должны будете ходить выкладывать в эту линию карты по очереди. Сначала синюю, потом зеленую, потом желтую, потом красную, либо фиолетовые, которые будут заменять эти цвета. Ну и так далее. Там много разных вариантов. Но на протяжении всей игры для всех линий поля сохраняются базовые ограничения. Рядом не могут лежать карты одного цвета и рядом не могут лежать карты одного числа. Ну, например, давайте, я вот сходил, я положил сюда единицу. Почему? Потому что здесь, это называется гора, мы поднимаемся в гору, мы должны класть карты по возрастанию. С единички начать с моей стороны было вполне логично. Что может сделать мой сосед слева? Конечно, мы ходим по кругу, конечно же, сыграет двоечку, потому что это будет по возрастанию, он не нарушает ни одного правила. Он, во-первых, играет по возрастанию, во-вторых, он не положил карты одного и того же цвета рядом друг с другом. Но дальше все усложняется. Некоторые карты двухцветные, как вот здесь, например. Видите, есть карты двухцветные. Некоторые карты редкие и могут обходить часть ограничений. А когда вечные начинают пробуждаться, появляются проклятия, которые запрещают выкладывать на поле определенные числа, цвета или типы карт. Ну вот, например, если мы пробудим медузу, то она нам запретит играть красные и красно-зеленые цвета. Если мы пробудим вот это привидение, мы не сможем ни в одну из линий класть пятерки и семерки. И так далее. Когда игрок кладет карту в последний слот перед вечным, он пробуждает одного вечного из этой линии. Это ключевой момент игры. Пробужденный вечный переходит в специальную область, вот сюда, занимая крайний левый слот. А его личная колода из 8 карт добавляется под низ колоды того игрока, который этого вечного пробудил. И здесь начинается главный кооперативный нерв игры. Дело в том, что колоды, ваши колоды, они не перемешиваются обратно, не возвращаются к вам в руку. Все, что вы сыграли на поле, все, что вы сбросили куда-то, никогда не вернется к вам в руку. И ваши 5 карт – это все, что у вас есть на начало. А потом надо добирать новые карты, пробуждая вот этих самых вечных. Значит, если один игрок постоянно забирает новые карты, новые колоды, он становится богаче и устойчивее, а другие начинают выдыхаться и очень быстро. А если кто-то останется без карт и не сможет выполнить действие в свой ход, партия заканчивается, проигрывают все. Поэтому Eternal Decks постоянно заставляет думать не только о том, как закрыть линию, но и о том, кто должен это сделать. И иногда выгоднее сыграть хорошую карту самому, но правильнее оставить возможность другому игроку, потому что именно ему срочно нужно пополнить колоду. Второе действие, которое вы можете сделать, это создать драгоценность. Для этого игрок использует карты с руки по одному из рецептов. Например, здесь сбросить 2 карты, здесь сбросить 3 карты, здесь сбросить 3 одинакового цвета, разного цвета и так далее. Полученную драгоценность можно отдать пробужденному вечному, чтобы снять его проклятие. Ну, например, вот мы пробудили Феникса, у него проклятие, что мы не можем играть единицы. И если мы раздобудем драгоценность, то мы просто этой драгоценностью закроем ему это проклятие, и теперь оно перестанет работать. Это важный механизм баланса. Пробуждение вечного дает игроку новые карты, но и одновременно создает проблему для всех. Проклятия сужают пространство возможных ходов. Чтобы партия не задохнулась от ограничений, игроки должны тратить карты не только на продвижение по полю, но и на снятие этих проклятий. Третье действие – передать карту другому игроку. Для этого тратится сердце, у нас всего 3 сердца на всю партию, их мало, но иногда передача одной карты спасает целую партию. Например, если у игрока на руке нет подходящего хода, или если кому-то нужно дожить до момента, когда он сможет получить себе новую колоду,
Для этого вы тратите сердце. Сердце передвигается вправо, и вот вы одно сердечко уже из 3 потратили. После действия игрок добирает карты в руку до 3. Если у него в руке уже 3 карты есть, то он ничего не добирает. Если колода закончилась, он просто ничего не добирает, и это очень жестко. В игре нет ощущения, что колода – это просто ресурс, который когда-нибудь снова перемешается. Здесь колода – это запас вашей жизни. Карты уходят, и если вы не пополняете свою руку, вы стремительно приближаетесь к провалу. Отдельно надо сказать про общение. В Eternal Decks нельзя просто свободно обсуждать все карты на руке. Просчитывать идеальный ход всей команды можно, но для этого нужно научиться говорить намеками. Нельзя напрямую говорить о цветах и числах на ваших картах. То есть я не могу сказать, вот у меня на руке 4, 3 и 5. Но можно говорить про карты со специальными возможностями, такие у вас будут появляться в процессе игры. Про то, что уже сыграно. Да? То есть вы можете сказать... Смотрите, я единицу красной уже сыграл. А если вы там это где-нибудь уже ближе к середине начала партии, то вы можете сказать, смотрите, я уже сыграл единицу, 4 и 3, и все видят вашу рубашку в руке, они видят, что у вас 2 красные, значит, ваши стартовые карты, значит, они 100% уверены, что у вас на руке осталась 5 и 2. Можно сказать что-нибудь типа «у меня в руке остались карты, подходящие для этой линии» и так далее. Еще для передачи намерений используются диски общения. Игрок может показать, куда он хотел бы сыграть карту, но не может полностью раскрыть информацию. То есть вот я кладу сюда диск, тем самым я намекаю, что я готов закрыть эту линию. Или, если, допустим, если я очень сильно нуждаюсь в картах, я намекаю, что я хочу получить одну из этих колод, и я готов это сделать, у меня для этого есть подходящая карта для этой линии. Вот здесь и появляется тот самый дух кооперативных игр на взятки. Вы не знаете всего, вы видите ситуацию на столе, вы понимаете часть намерений других игроков, но между полной информацией и реальным действием остается зазор. И именно этот зазор создает напряжение. Игры такого плана дают одну из самых сильных кооперативных составляющих в настольных играх. Да, в них сохраняется риск кингмейкинга, всегда может появиться игрок, который лучше всех видит ситуацию, начинает фактически управлять партией, но Eternal Decks делает многое, чтобы этому сопротивляться. Во-первых, общение ограничено. Нельзя просто превратить ход в коллективное программирование. Во-вторых, у всех уникальные колоды. Каждый отвечает за свой запас карт и свое положение. В-третьих, если один игрок останется без карт и не сможет сделать ход, проиграют все. Это значит, что нельзя играть только на самого сильного участника. Нельзя кормить одного лидера и забывать остальных. Всем нужно заботиться обо всех. И в-четвертых, получение новых карт привязано к конкретному игроку. Команда должна постоянно решать, кому из тех, кто сидит за столом, сейчас важнее забрать следующую колоду вечного. Это не абстрактная победа «мы сделали хороший ход», это конкретный вопрос. Кто выживет после этого хода, а кто через 2 круга окажется в тупике. И эта игра одна из тех игр, где постоянно ощущается кризис, когда вы всегда где-то на самой грани. В итоге Eternal Decks это игра не столько про отдельные красивые комбинации, сколько про поддержание общего ритма. Вы пробуждаете вечных, снимаете проклятия, закрываете линии, добываете звезды или ключи. Но главное, следите, чтобы ни один игрок не выпал из этого цикла. В игре необычный мир, потусторонний, и с ним связан сюжет. Здорово, что для очень абстрактной игры с цветами и цифрами придумали целый мир, который по ощущениям не просто натянут на механику, как что-то чужеродное, а очень гармонично работает. Сыграв партию, вы переходите к следующему приключению со своими правилами, причем для новой стадии игры вы можете выбрать уровень сложности. Теперь выводы. Очень самобытная кооперативная карточная игра. Она может выглядеть перегруженной, много типов карт, много символов, несколько стадий, разные режимы, отдельные правила для конкретных ситуаций, но за этим стоит понятная центральная идея. У каждого игрока есть конечный запас карт, и команда должна вместе поддерживать этот запас, продвигаясь к общей цели.
Мне особенно нравится, что игра не ограничивается одной партией и одним набором правил. Здесь стадии меняют задачи и добавляют новые механики. Поэтому Eternal Dex воспринимается как набор кооперативных испытаний внутри одной системы. Оформление спорное, но запоминающееся. Она точно не нейтральная и не универсальная. Но если принять его странность, она хорошо работает на атмосферу вечного мира и делает игру достаточно узнаваемой. И самое главное, с точки зрения пользовательского интерфейса, все наглядно, удобно и не создает никаких проблем. Единственное, что может смутить поначалу, достаточно долгая подготовка. Ведь для каждого уровня игры нужно подготовить свои компоненты, свои колоды, карты вечного и так далее. Компоненты, кстати, производят впечатление, одно только поле чего стоит. Здесь не просто колода карт, несколько жетонов, а целая конструкция. Поле, разные зоны, личные колоды, существа, диски общения, ключи, звезды, сердца и драгоценности. Это добавляет игре тактильности, такие ощущения большого кооперативного процесса. Если вам нравятся карточные игры с ограниченным общением, если вам близок дух кооперативных игр на взятки, если вам интересно не просто решать головоломку, а постоянно распределять ответственность между игроками, Eternal Dex стоит внимания. Это игра про командную осторожность, про умение не тянуть одеяло на себя, про момент, когда хороший ход — это не тот, который выгоден вам сейчас, а тот, после которого вся команда сможет еще какое-то время прожить. Это игра для тех, кто любит игры, в которых вы всегда находитесь на грани, ходите по лезвию бритвы, по краю обрыва и ловите кайф от того, как в конце вам удалось дойти до цели. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий, канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всем хорошего. Пока-пока.